Представьте себе, самые влиятельные люди Кремниевой долины – Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг – принимают ключевые решения не в роскошных резиденциях и не в стеклянных башнях. Иногда в скромных, почти незаметных мобильных пространствах, которые скрывают куда больше, чем можно представить. Почему миллиардеры с доступом к любым удобствам выбирают компактные модули, тихие трейлеры и передвижные штабы? Что происходит внутри этих мобильных зон, когда вокруг тишина, а впереди важнейшие проекты? Какие детали они предпочитают не афишировать, и что именно делает эти пространства такими важными для их работы? Сегодня мы мягко приоткроем занавес над миром, который обычно остается за кадром. Расскажем только то, что можно узнать из открытых источников, но под таким углом, что привычные факты зазвучат по-новому. Вас ждут неожиданные детали, редкие наблюдения и атмосфера, в которой мобильность превращается в инструмент влияния. Если вы готовы увидеть, как выглядят пространства, где рождаются идеи будущего, устраивайтесь поудобнее. Дальше будет интересно, настолько, что захочется досмотреть до последней секунды. Иногда все начинается с почти неслышного звука. Мягкий щелчок, от которого открывается дверь в пространство, больше похожее на будущее, чем на привычный дом. Свет проходит по гладким поверхностям, отражается от аккуратных панелей и будто зовет сделать шаг вперед. В этот момент зритель еще не знает, где он находится – на парковке огромного исследовательского центра, в пустыне рядом с испытательным полигоном или посреди тихой зеленой долины. Но уже чувствуется главное – здесь живут те, кто принимают решения, влияющие на жизнь миллионов людей, и делают это в пространстве, которое можно перевести куда угодно. Перед зрителем не роскошь в классическом понимании, нет мраморных лестниц и позолоты. Вместо них чистая функциональность, продуманность и тишина. Все дышит минимализмом, в котором каждая деталь существует ради скорости, автономности и концентрации. Это не просто дом, это инструмент. И именно такую философию, основанную на простоте и эффективность, предпочитает Илон Маск, о чем он сам говорил в интервью. Его выбор – компактный модуль, который можно установить рядом с рабочим объектом и использовать как удобное пространство для жизни и отдыха. Сейчас зритель стоит на пороге этого необычного мира. За дверью не просто интерьер, а новая концепция мобильной жизни. Здесь нет лишних вещей, только то, что позволяет сохранять силу идей и ясность мыслей. Кажется, что пространство подстраивается под человека, а не наоборот. И именно это становится отправной точкой истории о том, как крупнейшие новаторы Кремниевой долины создают свои передвижные пространства, чтобы быть ближе к проектам, командам и, главное, к источнику вдохновения. Когда входишь внутрь компактного модуля, который использует Илон Маск, первое, что ощущается – ясность. Нет визуального шума, нет перегруженности мебелью, нет ничего, что могло бы отвлекать. Пространство словно создано для того, чтобы мысли двигались быстрее. Маск объяснял в интервью, что предпочитает максимально простую обстановку, и это не жест минимализма ради стиля, а практичный выбор человека, который большую часть времени посвящает работе над технологиями и исследованиями. Компактный модуль, похожий на аккуратный конструктор, демонстрирует, как эффективное планирование может заменить десятки квадратных метров классического жилья. Внутри есть место для сна, рабочая поверхность, небольшая кухня и зона для отдыха. Все выполнено в светлых тонах, а линии остаются прямыми и спокойными. Такое пространство легко воспринимается, не перегружает внимание и помогает оставаться собранным, даже если день расписан почти поминутно. Это жилье Маск использует рядом с объектами SpaceX, так ему проще быть на месте в нужный момент. Модуль быстро устанавливается, его можно разобрать, собрать и переместить. В этом чувствуется характерная для предпринимателя тяга к решениям, которые экономят не только ресурсы, но и время. Минимум вещей, максимум концентрации на проектах.
И даже небольшие размеры не становятся ограничением. За счет продуманной компоновки пространство выглядит более открытым, чем можно ожидать. Вечером, когда вокруг базы наступает тишина, такой модуль превращается в маленький островок спокойствия. Нет ощущения изолированности, скорее появляется чувство, что все находится под контролем. Раздвижная дверь закрывается мягко, словно намекая: завтра будет новый день, и важно встретить его с ясной головой. Если минималистичный модуль Илона Маска создает ощущение сосредоточенности и тишины, то мобильное пространство, которым пользуется Джефф Безос во время работы с проектами Blue Origin, рождает совсем иное впечатление. Оно не столько про личный быт, сколько про оперативность и готовность к важным событиям. Когда речь идет о подготовке запусков и технических сессий, комфорт превращается в инструмент, позволяющий команде работать быстрее и точнее. Во время крупных мероприятий можно увидеть, как рядом с инфраструктурой Blue Origin появляется просторный мобильный штаб. Он не выглядит броско, скорее сдержанно и функционально. Внутри располагается все то, что нужно для спокойной, четкой работы. Зона для обсуждений, экраны для отображения данных, удобные сиденья, отдельное пространство, где можно уединиться с документами или провести онлайн-встречу. Все организовано так, чтобы люди могли оставаться рядом с объектом, не теряя связи с основными рабочими процессами. Безос уделяет большое внимание тому, как создается рабочая среда. В интервью он рассказывал о необходимости принимать решения в спокойной и хорошо структурированной атмосфере. Именно поэтому мобильный штаб сочетает в себе технологии, эргономику и продуманность. Можно представить, как команда собирается здесь накануне важного этапа, изучает графики, сверяет расчеты, вся информация отображается на экранах в режиме реального времени, а пространство остается организованным, чтобы ничто не отвлекало от анализа. Окружающая тишина пустынного ландшафта только усиливает ощущение сосредоточенности. Сквозь большие окна видно оборудование, площадку и горизонт, уходящий далеко в сторону. Такое соседство рабочей зоны и места событий создает уникальную атмосферу. Мобильный штаб выполняет роль спокойного центра, из которого можно контролировать множество процессов. Когда день подходит к концу и активность на площадке стихает, штаб остается уютным местом для обсуждений и подготовки к следующему этапу. В этот момент становится понятно: мобильность — это не просто перемещение, это способ быть рядом с самой сутью проекта. У тех, кто управляет крупными технологическими проектами, нередко возникает потребность выйти из привычного рабочего ритма и взглянуть на задачи под другим углом. Именно поэтому Марк Цукерберг и его команды регулярно проводят выездные сессии, где важную роль играет спокойная обстановка и возможность сосредоточиться вдали от офисного потока. Для таких мероприятий используют временные мобильные пространства, удобные трейлеры и модульные зоны, которые можно разместить в природной среде и организовать там комфорт для обсуждений и отдыха. Эти мобильные модули создают ощущение уединенности, которое сложно получить в большом кампусе. Светлые панели, деревянные поверхности, мягкие разделители и широкие окна образуют атмосферу легкости. Внутри можно расположиться небольшой группой, провести стратегическую беседу или индивидуально поработать над проектом. Такой формат помогает командам сосредоточиться, не теряя при этом привычного уровня комфорта. Цукерберг открыто говорит о важности глубокого фокуса и времени, проведенного вдали от отвлекающих факторов. Поэтому выездные пространства устроены так, чтобы рабочие материалы находились под рукой, но при этом ничто не перегружало внимание. Здесь есть столы для обсуждений, зоны для творчества, места для отдыха после долгих бесед. Все продумано так, чтобы на первый план выходили идеи, а не интерьер. Окружение природы делает такое мобильное пространство особенно ценным. Вдали от городского ритма мыслить становится легче. Свежий воздух, тишина и мягкий свет создают условия, где решения рождаются органично. Команды могут проводить время вместе, обсуждать новые направления и укреплять взаимопонимание, оставаясь в комфортной и нейтральной среде. Когда наступает вечер и на модульные окна опускается мягкое освещение, становится ясно: такие мобильные зоны помогают не только генерировать новые идеи, но и поддерживать рабочее равновесие. Они объединяют людей и усиливают концентрацию, оставаясь при этом достаточно гибкими, чтобы появиться в любой точке, где это необходимо.
Если внимательно посмотреть на три абсолютно разных пространства, компактный модуль Илона Маска, мобильный штаб Джеффа Безоса и выездные рабочие зоны Марка Цукерберга, становится понятно – их объединяет стремление к автономности. Это не просто удобство, это новый формат мобильной архитектуры, в которой энергия, связь и комфорт существуют независимо от внешних условий. Современные решения позволяют этим мобильным зонам питаться от солнечных панелей, использовать накопители высокой емкости и поддерживать стабильную работу техники в течение долгого времени. Литий-ионные и литий-железофосфатные батареи дают достаточно энергии, чтобы обеспечивать освещение, работу оборудования и климат-систем. А умные инверторы распределяют нагрузку так, чтобы все работало ровно и без перебоев. С каждой деталью ощущается, что автономность стала частью философии этих предпринимателей. Маск ценит энергоэффективность и минимальную зависимость от внешних ресурсов. Безос использует полностью укомплектованные мобильные центры, которые позволяют команде работать там, где это важнее всего. Цукерберг создает условия для сосредоточенного общения, где даже на выезде все выглядит так же технологично, как и в современной рабочей среде. За пределами окон таких мобильных пространств может быть пустыня, густой лес или просторная локация у воды. Но внутри всегда сохраняется одинаково стабильная среда, созданная технологией. Пространство подстраивается под людей, обеспечивая все необходимое, от связи до комфортной температуры. Это позволяет проводить время с максимальной продуктивностью, независимо от того, где проходит день. Тишина стала новым символом высокого качества жизни и работы. В мобильных пространствах, которыми пользуются Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, это ощущается особенно ясно. Здесь нет лишних звуков, отвлекающих факторов и резких акцентов. Внутри создается мягкая и спокойная атмосфера, которая помогает сохранять внутреннее равновесие и поддерживать ясность ума. Инженеры, создающие подобные мобильные модули и штабные помещения, уделяют много внимания шумоизоляции. Мягкие панели поглощают лишние колебания, а конструкция продумана так, чтобы даже сильный ветер или интенсивная работа оборудования не нарушали спокойной среды. При этом остаются только естественные звуки – легкое движение воздуха, мягкий свет техники, легкое шуршание материалов. Все это помогает сосредоточиться, будто мир вокруг слегка замедляется. Илон Маск ценит рабочую среду, в которой ничто не отвлекает от важных задач. Поэтому даже его компактный модуль поддерживает ощущение уединенности. Джефф Безос использует мобильный штаб Blue Origin как место, где команда может обсуждать технические вопросы в спокойной обстановке, без лишнего давления. А выездные пространства Марка Цукерберга создают атмосферу доверия и свежего взгляда на идеи, благодаря природному окружению и мягкому свету, который делает пространство особенно комфортным. Интересно то, что эта тишина не воспринимается как изоляция. Наоборот, она превращает мобильное помещение в место, где слышны только действительно важные мысли. Там, где нет лишнего шума, появляется пространство для творчества, анализа и вдохновляющих решений. Такое состояние особенно ценно для людей, работа которых связана с созданием проектов, влияющих на будущее технологий. Энергия становится основой любой мобильной архитектуры. Именно она превращает модули, штабные зоны и выездные пространства в полноценные рабочие среды. В современных мобильных решениях, которые используют Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, энергия не просто подается, она управляется, накапливается и распределяется так, чтобы все работало стабильно и предсказуемо. Солнечные панели высокого класса обеспечивают устойчивый поток энергии даже в условиях переменного освещения. Они могут быть установлены на крыше модуля или раскладываться рядом с ним, создавая большую площадь для сбора света. Накопители на основе современных батарей позволяют сохранять энергию в течение долгого времени, а инверторы распределяют ее так, чтобы освещение, климат-системы и оборудование работали ровно и удобно для пользователей. Для Илона Маска такая система – это практичное решение. Небольшой модуль получает достаточно энергии, чтобы оставаться полностью автономным и не зависеть от внешних источников.
Для Джеффа Безоса мобильный штаб становится настоящей базой, где технологическое оборудование должно работать точно и стабильно, даже если объект находится далеко от городской инфраструктуры. А выездные пространства, которые используют команды Марка Цукерберга, поддерживают рабочую атмосферу, независимо от того, расположены ли они в долине, у воды или среди холмов. Энергетическая независимость дает этим пространствам одну важную возможность – работать там, где это удобнее всего для человека. Нет необходимости подстраиваться под инфраструктуру, искать источники питания или ограничивать себя в выборе локации. Достаточно установить модуль, развернуть оборудование, и пространство начинает жить своей собственной внутренней энергией. Когда за окном постепенно темнеет и солнечный свет сменяется мягкой подсветкой, становится заметно, что в этих мобильных пространствах все создано для спокойного и продуктивного ритма. Энергия не только поддерживает технику, она создает ощущение стабильности, которое особенно ценят те, кто работает над крупными и сложными проектами. Приватность – это основа уверенной работы, особенно когда вокруг крупные проекты, обсуждения и задачи, требующие внимания. В мобильных пространствах, которыми пользуются Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, она достигается не только за счет расположения в уединенных местах, но и благодаря тщательно продуманной внутренней организации. В подобных модулях и штабных помещениях используются материалы, создающие мягкую визуальную отделенность. Стеклянные панели с матовым покрытием, спокойные цвета, аккуратные перегородки. Все это позволяет отделить рабочие зоны друг от друга, сохраняя при этом ощущение открытости. Когда нужно провести видеовстречу, сосредоточиться на документах или обсудить идеи в небольшой группе, такие элементы помогают создать спокойную и комфортную атмосферу. Илон Маск, предпочитающий лаконичные пространства, использует минималистичные решения, которые не перегружают внимание. В мобильном штабе Джеффа Безоса приватность особенно важна во время рабочих совещаний и подготовки технических этапов. Здесь есть отдельные места, где можно уединиться, обсудить детали или подготовить презентацию. А в выездных зонах Марка Цукерберга приватность сочетается с помощью природного окружения. Деревья, просторные лужайки и мягкий свет создают естественный барьер от внешнего мира. Технологии также играют свою роль. Световые панели, регулируемая яркость, удобные места для работы. Все это помогает настроить пространство под конкретные задачи. Если нужно сосредоточиться, достаточно немного изменить освещение или закрыть разделитель. А если требуется совместное обсуждение, перегородка легко превращается в элемент открытой зоны. Приватность в таких мобильных пространствах – это не изоляция, а возможность работать в комфортной тишине и уверенности, что все вокруг служит одной цели – помочь сфокусироваться и принять взвешенные решения. Мобильность перестала быть просто возможностью перемещаться из точки А в точку Б. Для Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга она стала стратегией, позволяющей находиться рядом с самыми важными событиями, командами и объектами. Это не путешествие ради смены пейзажа, это способ работать там, где работа требует максимального присутствия. Когда Илон Маск развивает проекты SpaceX, компактный модуль рядом с базой позволяет ему быть ближе к команде и не тратить время на дорогу. Все находится в зоне досягаемости – технические площадки, конференц-залы и рабочие зоны. Мобильность становится частью рабочего процесса, а не редким исключением. У Джеффа Безоса мобильный штаб Blue Origin выполняет похожую задачу. Он помогает команде оставаться рядом с объектами, сохраняя комфорт, технологичность и уверенность в том, что рабочие материалы и устройства всегда под рукой. Такой подход особенно ценен, когда решения принимаются быстро и требуются четкие коммуникации. Для Марка Цукерберга мобильные рабочие зоны становятся способом объединить команду за пределами привычных стен. Выездные сессии позволяют взглянуть на стратегию в новом свете, обсуждать идеи на природе и находить свежий взгляд в спокойной и вдохновляющей обстановке. Сам факт того, что это пространство можно установить в любой подходящей точке, делает рабочие встречи более гибкими и продуктивными. Когда мобильность становится частью философии, жизнь и работа перемещаются туда, где они приносят наибольшую пользу. Нет привязки к конкретному адресу, есть только цель, команда и пространство, которое следует за человеком. Это напоминает плавное движение по широкой дороге, где каждая остановка становится продолжением большой идеи.
Когда вглядываешься в эту историю целиком, становится ясно, что передвижные модули Илона Маска, мобильный штаб Джеффа Безоса и выездные пространства Марка Цукерберга – это не просто временные зоны для работы. Это отражение взглядов, которые формируют современный стиль жизни людей, создающих технологии будущего. Их подход к мобильности показывает, что пространство может быть компактным, но при этом функциональным, удаленным от города, но все еще полностью оснащенным, тихим, но при этом наполненным идеями. В каждом таком решении чувствуется стремление к самостоятельности. Солнечные панели, современные аккумуляторы, продуманные системы освещения и климат-контроля делают эти пространства независимыми от внешних условий. А спокойная внутренняя атмосфера и приватность превращают их в места, где можно мыслить шире, обсуждать важное и оставаться собранным даже в самые насыщенные дни. Илон Маск показывает, что минимализм помогает сосредоточиться на главном. Джефф Безос использует мобильность как инструмент оперативной и уверенной работы. Марк Цукерберг создает гибкие зоны для общения и творчества, которые помогают командам находить свежие решения. Каждый из них по-своему формирует будущее мобильной архитектуры, в которой комфорт и технология становятся единым целым. Когда в конце дня мягкий свет гаснет и мобильное пространство погружается в спокойствие, возникает ощущение, что завтра оно снова окажется в нужной точке, рядом с проектом, командой или идеей. И именно в этой гибкости скрыта настоящая роскошь нового времени. Дом, который следует за человеком, а не наоборот. Когда история подходит к своему завершению, остается легкое ощущение спокойствия. Будто мы вместе проехали длинный маршрут, где каждая остановка открывала новые детали жизни людей, создающих технологии будущего. Мир мобильных пространств оказался гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Он объединяет энергию, тишину, комфорт и свободу выбора, позволяя работать и отдыхать именно там, где это важно в конкретный момент. Если вам было интересно путешествовать по этим уникальным местам и наблюдать, как мобильность становится частью больших идей, значит, наша цель достигнута. Спасибо, что были рядом и уделили время этому видео. Ваше внимание делает такие истории по-настоящему живыми. Если вам нравится подобный формат, буду рад видеть вас снова. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы поддержать работу автора, и поделитесь в комментариях, какое мобильное пространство вас вдохновило больше всего. Ваши мысли помогают развивать канал и выбирать новые интересные направления. Спасибо еще раз за просмотр. До встречи в следующих выпусках. Впереди много спокойных, красивых и вдохновляющих историй.